Здравствуйте, салам алейкум, гутен так. Сегодня мы хотим приготовить, засолить красную рыбу. Начнем с разделки. Я покажу, как это будет вкусно после приготовления. Нужно будет, правда, для этого 2 дня. Один день она засаливается, второй день надо будет ее обвернуть в салфетки, чтобы лишняя влага вышла. И после этого на следующий день можно уже резать и употреблять в пищу, кушать вкусную красную рыбу. Ну, начнем. Я отделил шкуру от этой половинки, отрезал хвостик. Там у меня еще один кусочек есть. Вечером погрилим мясо на гриле. А этот кусочек порционно в 3 порции я сейчас засолю. Примерно. Так. Да. Так. Какая жирная рыбка. Так. Идите отсюда. Теперь нам надо приготовить смесь соли и сахара. Одна, 2 ложки с горкой и ложка сахара. 2 ложки соли и ложка сахара. Размешиваем. И все, рыбу посыпаем этой смесью. Я думаю, на любителей можно еще и перчик добавить. Ну, мне как-то вот минимальный вариант нравится больше всего. Соль, сахар. Посолил. Сутки полежала, влага вышла. Очень много влаги выходит. Слить. Завернуть в салфетки. Опять уложить. И еще на сутки. Еще больше влаги салфетки вытянут. И потом она немножко такая сухая. Ну, она не совсем сухая, но посуше, чем сейчас. И будет просто объедение. Помните, в детстве нас заставляли пить рыбий жир. Как же это противно было. Лучше бы в детстве нас заставляли кушать красную рыбу по моему рецепту. И дети бы нос не воротили, с удовольствием бы ели. И жиру в ней хватает, чтобы лечиться. Было бы приятное с полезным. Но в моем детстве, там где я жил, красную рыбу мы даже не видели никогда. Хотя на свое детство я обижаться не могу. Наш папа делал его очень прекрасно. По тем временам много что у нас было, что другие дети не видели. Короче, грех жаловаться. Солить не жалейте, да? Очень так по-богатому. Со сторон смазать. Сюда. Закладываем это
стеклянный контейнер. И на сутки забываем. Не бойтесь, пересоленным это не будет. Рыба с влагой эту соль выгонит. Вернее, соль вытянет из рыбы влагу и вместе с этой влагой останется. Сколько надо, она в себя возьмет. Остальное выйдет. И теперь закрываем, ставим в холодильник на сутки. Завтра покажу, что будет. Какой результат. Продолжим завтра. Покажу это немного ближе. А то с расстояния даже не похоже было, что это красная рыба. У нас хоть и осень, но все равно еще погодка немножко балует солнышком. С утра тучки были, немножечко протянуло их. Ну, бабье лето, наверное, начинается. Еще раз. И еще раз здравствуйте, дорогие друзья. День прошел, но я забыл жене сказать, чтобы она не трогала рыбу, что я сам ее переложу. Но результат оказался ожидаемым. Я приехал с рейса, рыба уже переложенная, уже вода слита и салфетками обернутая. Я покажу сейчас, как оно сделано. В принципе, это не обязательно, конечно, отдельно видео делать, но хотелось бы, чтобы как на самом деле делается. Приехал домой, дома никого нету, с дочкой уже куда-то умотали с внучкой, не знаю, в магазин, наверное. Но сейчас покажу, какой промежуточный результат. Вот, она уже разделила в 2 контейнера. Скорее всего, уже дочке отделила партию. И нам вот каждый кусочек завернутый в отдельную кухонную салфетку. И он еще вытягивает влагу. Если влага, ну как салфетки будут уже сильно пропитаны, можно их снять и другую салфетку завернуть. Тогда мясо будет, вернее, рыба будет еще по суше, еще вкуснее, на мой вкус. Вот я люблю, чтобы она такая подсушенная была. Вот так вот. Ну, вот так как-то. Завтра будем пробовать. Я надеюсь, завтра останется что пробовать. Но сегодня постараюсь сказать, чтобы без меня все не съели. Здесь быстро приготовил вегетарианскую. А нет, немножко мяса даже есть. Вот так грибы с макаронами пожарил по-быстрому. Ну ладно, до завтра. Ну вот, второй день. Сейчас будем пробовать, что у нас получилось. Рыба постояла уже 2 суток. Разворачиваем. Разворачиваем. Все, она такая вот более-менее уже подсушенная. Большой кусок тоже.
Если возьмете, скажем так, один кусок нарезать, чтобы кушать, остальные можно опять завернуть в свежую салфетку. Посмотрим, что у нас получилось. Ну-ка поближе. Смотрите, какая красота. А теперь на вкус. Вот такое лекарство в детстве я бы с удовольствием ел. Идеально. Пользуйтесь моим рецептом. Советую очень. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Кто сделал, понравилось, не понравилось. До следующих встреч. И как постскриптум еще. Сегодня у нас блины. И как это хорошо подходит рыба к блинам. Вообще объедение. Она, правда, и без ничего подходит. Нет, это будет сильно чересчур потоньше надо кусочек. Так. Заворачиваем. И почти суши, только с блинами. Объедение. Каждый день ел бы.